Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. И что у нас случилось-то? В Элиточке немножечко сгущаются тучки касательно нового контента. Нам чуть ли не в лицо говорят, походу, что у нас будет ожидать в ближайшем будущем. Так что обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент, если хотите поддержать меня и контент, который выходит, ссылочки в описании. А мы начинаем. И давайте, друзья, вместе со мной, взявшись за руки, просто окунемся как можно глубже в контент. Да, мы вернемся с вами примерно на месяц назад, чтобы было понятно, к чему я веду. Иначе просто, не будет ясно. Нужно к этому делу вас подвести за ручку. Спасенные из Титана люди находятся в карантине 23 октября 3309 года. Тысячи людей, спасенных из плена с торгойских кораблей маток, пока находятся в изоляции в соответствии с требованиями медицинских протоколов и протоколов безопасности. Чует моя жопа, это ненадолго. Профессор Альба Тесра, глава Aegis, сделала заявление во время пресс-конференции. К моей большой радости, ракеты для извлечения груза из-под корпуса справляются с возложенной на них миссией, особенно с учетом того, как быстро мы запустили их в производство. Многие пилоты используют эти ракеты для извлечения капсул с биоматериалами из-под корпуса торгоидских титанов. Все спасенные в обязательном порядке проходят ряд проверок и тестов, как физических, так и психологических. Конечно же, проходит. О чем речь? Все с ними прекрасно. Двигаемся дальше. Многим мы помогаем справиться со стрессом и психическими травмами, но в целом здоровье находящихся в карантине людей не вызывает у нас беспокойства. Серьезно. Нет свидетельств того, что эти люди заражены или находятся под торгоинским влиянием, поэтому мы в Aegis связались с правительством Сверхдержав, чтобы договориться о дальнейшем плане действий. Как у них все просто охереть, да? Пока все извлеченные из капсул с биоматериалами остаются на военном карантине, Альянс Империя, Федерация и независимые фракции настаивают, что все похищенные торгоидами граждане должны содержаться в строгой изоляции до дальнейшего уведомления. Журналист Эрнесто Риус прокомментировал ситуацию для Vox Galactica. Многие опасаются, что запланированная торгоидами диверсия, ради которой они держали в плену человеческих пленников, была приведена врагом в действие до начала спасательной операции. Хотя исследования и тесты, которые проходят бывшие пленники, опровергают эти опасения, спасенные могут столкнуться с предрассудками и недоверием после своего возвращения к нормальной жизни. Да-да-да-да-да. Вернутся они, ага. Как и Фронтиры новый контент выпустят. Также в новостях появляются сообщения о том, что участки с торгоидскими матрицами в последнее время разрастаются с огромной скоростью. Наблюдатели рассказывают о уходящих в небо шпилях и других гигантских структурах. Представители Aegis вместе с другими научными организациями направили аналитические группы к известным участкам для сбора информации. Это еще не все, ребят. Нам нужно еще парочку новостишек Галнета прочитать вместе, да, чтобы было понятно, что происходит. Засучили рукава и углубляемся еще глубже, ребята. Похищенные торгоидами возвращаются к привычной жизни. 3 ноября 3309 года. Люди, спасенные из торгоидских титанов, пока остаются в карантине, но с возможностью принимать у себя близких и родных, а также с доступом к сети. В Aegis сообщили, что пилоты по-прежнему успешно извлекают капсулы с биоматериалами с торгоидских кораблей маток, несмотря на связанный с выполнением этой задачи риск. Согласно рекомендациям Aegis, все реанимированные жертвы торгоидов помещаются в изоляцию. Заместитель премьер-министра Анджела Коркоран, координирующая взаимоотношения Альянса с Aegis, прокомментировала ситуацию во время съезда Ассамблеи. Похищенные торгоидами граждане находятся под пристальным наблюдением врачей, которые пытаются выяснить, оказывали ли торгоиды психическое или физическое воздействие на пленников. Рада сообщить, что в настоящий момент специалисты не находят причин для тревоги. Вообще никаких. Все вообще великолепно. Все просто прекрасно. Поэтому граждане Альянса, по-прежнему находящиеся в строгом карантине, теперь могут принимать посетителей. Им также дали доступ к средствам связи и новостным каналам. Насколько я знаю, представители Федерации, Империи и независимые правительства вскоре последуют нашему примеру. Директор Насим Кадир, глава отдела медицинских исследований корпорации Азимут Биотech, сделал официальное заявление от лица корпорации. Изоляция торгоидских пленников – верный шаг. Нельзя обращаться с ними, как с обычными людьми. Торгоиды приложили много усилий, чтобы взять в плен этих пассажиров. Мы пока не знаем, для чего им это было нужно. Возможно, спасенные являются носителем чужеродного патогена или заражены пока неизвестным нам вирусом. Выявить
которые ученым Эйджес не под силу. И при этом, при всем, все, на самотек, все, приходите, мама, папа, сестра, брат, сват, акробат, сюда, все сюда, и сюда, и все будет хорошо, да? Нет, не будет хорошо, это странно, ребят, это реально странно. Дальше идем. Мы считаем, что ученые Азимут Биотech должны взять под жесткий и исключительный контроль процесс тестирования всех спасенных с Титанов. У нас есть методы оборудования и опыт взаимодействия с инопланетянами. Но при этом вы не знаете, заражены каким-то там патогеном неизвестным или нет. Но у вас есть оборудование, вы все можете, да, как и фронтиры с контентом. Субъекты должны пройти интенсивную и всеобъемлющую проверку перед тем, как мы вернем им их гражданские права и свободы. Почти все, мы уже рядышком, я прям чую, как пахнет контентом, сейчас будет прям охренеть, как интересно. Опасения по поводу вызволенных из Таргоидского плена 14 ноября 3309 года. Имперский медицинский институт считает, что спасенные из Таргоидских кораблей пленники могут представлять биологическую угрозу. Неужели? Доктор Зоуе Терентия, старший исследователь центра Каметхену Медипюр какой-то там, поделилась своими наблюдениями с Citizens Chronicle. Проанализировав состояние здоровья похищенных таргоидами, подданных империи, которые сейчас находятся в карантине, мы получили неутешительные результаты. Представляете? Да, спустя месяц что-то там, нашли. Может, в шун на жопе, я не знаю. Идем дальше. Многочисленные субъекты демонстрируют вызывающую тревогу аутоиммунные реакции. Они проявляются в виде поверхностных физиологических изменений, которые зачастую игнорируются специалистами вследствие их незначительного влияния на общее здоровье пациента. У меня поверхностные физиологические изменения на жопе уже от фронтиров, если честно, ребят. Но это еще не все, мы идем дальше. Мой опыт подсказывает, что эти реакции — результат неких изменений, которые произошли в организме пленников во время нахождения в таргоидских капсулах с биоматериалами. Представляете себе, спустя месяц имперские ученые нашли. Месяц. Ну, ладно. Чуть-чуть поменьше. Рекомендую переместить пациентов в клинику строгого режима, расположенную вдали от населенных пунктов. Ну, блять, да, нахуй! А чё раньше-то? А раньше-то чё, родственников всех собирали, звали, туда все было нормально. Все раньше было хорошо, а тут что-то начало вылезать на жопе. В случае обнаружения дополнительных мутаций нам следует рассмотреть вероятность эвтаназии. Нормально тогда? Нормально. Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать возможного заражения. Вы уже сделали все возможное, чтобы это заражение случилось, пуская к этим людям других людей, как бы, уже все. Директор Имперской академии наук и научный представитель Империи Вейджес Ивана Коломбера не согласился с этим мнением. Системы жизнеобеспечения в таргоидских капсулах для биоматериалов работают по принципу инвазивности. После подключения к ним на теле пленников могут остаться рубцы и шрамы. Негативные физиологические реакции человеческого организма на искусственную инвазивную среду. Явление совершенно нормальное. Это естественный иммунологический ответ на перенесенные испытания. Вряд ли можно квалифицировать как мутацию. Это не повод для тревоги. Не, вообще не. Но я согласен с тем, что таргоидским пленникам стоит оставаться в карантине до тех пор, пока мы не завершим все необходимые медицинские исследования и тесты. Издание The Imperial Herald запросило комментарий у сенатора Капсиан Леопольда, также представляющего империю в Aegis. Директор Коломбера прав. Нам необходимо соблюдать максимальную осторожность. Вы уже ее, так сказать, прям вот туда вот. Вот прям туда. Согласно полученному мной отчету, у спасенных с таргоидских титанов есть все необходимое для комфортной жизни в изоляции. К сожалению, мы пока не можем снять с них карантин. Я знаю, что наши подданные поймут необходимость карантина и согласятся выполнить свой долг перед Империей. Хочу также добавить, что Сенат официально отклонил предложение Азимут Биотech о проведении научных экспериментов на таргоидских пленниках. Ну все, уже эксперименты над людьми уже сейчас будут начинаться тут у нас по ходу по сюжету. По мнению Сената, дальнейшее сотрудничество с Азимут невыгодно для Империи. И если вам интересно мое мнение, то вот, но я лично сделаю все возможное, чтобы не подпустить этих мясников к нашим людям. Ну а теперь давайте поговорим.
Вот скажите, сейчас у нас происходит такая тенденция у торговцев, то, что мы их прям нагибаем. То есть прям нагибаем. Людей стало играть в эту игру гораздо меньше, но мы их нагибаем. Мало у торговцев уже систем осталось, будем объективны. Мало, и становится все меньше. Плюс мы можем еще влиять на торговецкие шпили. А торговецкие шпили у нас дают какую-то непонятную жижу, непонятно что, торговецким титанам, чтобы они там функционировали, и все. Сейчас мы эту лавочку прикроем с торгоидами, закончим, и будет новая напасть. Космические зомби. Так хорошо. Космические зомби в скафандрах. Вам нравится такое, блядь? Ребят, если они это введут, это будет, как по мне, максимальный кринж. Это будет просто кромешный капец. Какие наземные торгоиды? Нафига нам наземные торгоиды? У нас будут болванчики с зелеными глазами, которые будут как-то вот так вот ходить, блядь, и еще пытаться стрелять, попадать, как имперские штурмовики из «Звездных войн». Не, это что-то совсем не то, ребят. Вы хотите видеть такое в элитке? Это тот самый K-Future всех наебал. K-Future Overhaul, да? То, что будет вот такое вот говнецо? Или у нас будет, как было в одном очень интересном ивенте. Сейчас напомню вам. Давным-давно выходило видео, может сейчас подсказочка где-то здесь вылезет, не уверен. Был корабль поколений. Он пролетел какую-то ненаселенную систему и с расстояния в 15 световых лет получил какой-то сигнал. Короче, люди всех переубивали нахер. Прям там, на мегашипе. На корабле поколений, прошу прощения. И вот буквально недавно, совсем недавно, у нас был ивент в честь Хэллоуина. Там было целых аж 10 журналов, которые нужно было читать, чтобы въехать. Звукач, человек, который относится к звуку в этой игре, который его делает, доставит, просто низкий поклон. У кого-то тащит на себе все. Все было очень интересно, все очень круто, когда читаешь. Когда слушаешь, становится страшно, что пиздец. Пипец. В итоге мы ждали то, что сейчас будет что-то прям интересное, что-то прям сумасшедшее. В итоге нам дали тупую цель сообщества, где мы просто-напросто били корабли из другой фракции, которые типа попали под влияние данного сигнала. Ну чё, ждем наземный контент с наземными торгоидами, которые будут мутировавшими людьми. Будем закрывать маленькие зоны конфликта и биться с этими зомбаками, которые еле передвигаются. Ребят, как по мне, идея супер. Хотите в это играть? Вперед. Это просто мои мысли вслух. Я ничего не знаю, на фронтирах не работаю, денежку от них не получал, партнерку от них тоже не получил. Но суть вы поняли. Что это и как это будет, мы узнаем в ближайшее время. С торгоидами, судя по всему, скоро, рано или поздно, пора уже как бы заканчивать. Сколько можно тянуть их уже? Нужно что-то новое. Это может быть тем самым новым, что потом выльется в нечто большее. Не стоит забывать, конечно же, про Salvation, который, типа, еще жив. Который, типа, оцифровал себя в машину на основе технологий стражей со слов D2. Да, это вот та пленница из проекта Сера. Видео есть на канале. Посмотрим, что они сделают. Да. Я не знаю, чего ждать от фронтиров. Хорошего или плохого. Мне кажется, проще вообще ничего не ждать, чтобы не расстроиться. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети, помощь каналу. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. Ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи. Ух, сейчас я покажу фронтирам, как надо делать контент.